Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И если вы на этом канале в первый раз, то добро пожаловать в нашу дружную компанию. А если вы уже смотрели мои видео, то я рада видеть вас снова. Сегодня мы будем говорить на одну очень непростую тему. Очень часто люди, кто изучают иностранные языки, говорят очень простыми предложениями, без деталей, без нюансов. И мы постараемся это исправить. Мы будем над этим работать. Давайте посмотрим, как сделать из такого простого предложения такой большой рассказ. Всего за 10 шагов. Ну что, давайте начнем. Я начну с первого уровня, уровень 1. Девушка хочет уволиться и начать свой бизнес. Хм, Что такое уволиться? Итак, девушка работает, но ей не нравится ее работа, она хочет уйти с работы, она больше не хочет там работать, и она хочет уволиться. Давайте посмотрим на этот суффикс «ся». Что он значит? Значит, что автор действия делает это собой. Вот, например, можно кого-то уволить. Начальник, босс может уволить работника. Да, он может его уволить. Но человек может уволиться сам. Да, и она хочет начать свой бизнес. Супер. Другой синоним, как можно по-русски сказать слово бизнес? Это слово дело. И, ну, конечно, вы знаете это слово как дела. Как дела это по факту да. Что у тебя происходит? И свое дело это ваш бизнес. Итак, давайте посмотрим, что будет дальше. Уровень 2. Девушка хочет уволиться и начать свой собственный бизнес. Свой– это местоимение, которое, да, относится к тебе как мой, твой, свой. Свой– это относится к автору, к нашему объекту, о ком мы говорим. Собственный– это уже прилагательное. И собственный означает, да, тоже наш, этого человека. И вот в этой связке свой собственный. Давайте сделаем вот так. Вот в этой связке вместе свой собственный значит что? Только мой. Свой собственный. Мгм. Устав от корпоративного мира. Мир– это вообще наша земля. Еще мир– это общество, социум и корпоративный мир. Значит, девушка работает где-то в большой корпорации. И она, наверное, уже устала от этих правил. Она устала, как люди работают каждый день. Может быть, у нее на работе строгий дресс-код, и ей не нравится дресс-код на работе. Или ей не нравится, что ей нужно заполнять много таблиц и много отчетов. Да, ей не нравится работать в корпорации. Ей не нравится корпоративный мир. Она от него устала. Кстати, вы слышите? У меня соседи делают ремонт. Я надеюсь, что вам не слышно, но я не могу с этим ничего сделать. Простите, пожалуйста. Итак, устав. От глагола устать. Устав– это деепричастие. Глагол устать. Вы работали целый день, вы работали весь день, и вы устали. Вечером вы уже ничего делать не можете. Вот, вы устали. Посмотрите, деепричастие– это значит дополнительное действие. У нас есть основное действие, базовое действие, хочет уволиться, начать, и дополнительное действие, причина– это она устала. Почему она хочет уволиться? Почему она хочет уже начать свой бизнес, свой собственный бизнес? Потому что она устала. Ей надоело, ее достало. Сколько синонимов? Уровень 4. Устав от корпоративного мира.
Девушка хочет уволиться и начать собственный бизнес. Но есть одно но. Вот этот союз «но» вы знаете. Я люблю тебя, но... Я не знаю, что можно сказать. Я люблю тебя, но мы не можем быть вместе. Например, так. Или я люблю учить русский язык, но у меня нет времени. И это хорошая фраза вообще, мне нравится. Но есть одно но. Есть одна причина, почему мы не можем это сделать. Например, мы решили поехать в отпуск, мы нашли отель, мы нашли все экскурсии, но есть одно но. У нас нет денег. Вот. Да, у этой девушки тоже есть одно но, одна причина. Она еще не знает, какой бизнес это будет и что она будет делать. Вот такое одно большое но. Один большой нюанс есть. Она не знает, какой она хочет бизнес. Она не знает, что она будет делать. Мгм. Да, кстати, какая еще есть одна частая ошибка? Это ошибка из-за прямого перевода. В английском языке, в аналогичной ситуации, но не только в английском, я думаю, наверное, во многих, в этом случае будут использовать what. Мгм. И часто, когда студенты хотят спросить подобный вопрос, они переводят буквально. Они говорят «что?», но в русском языке в этой ситуации нужно использовать какой. Какой твой любимый цвет? Какой твой любимый город? Какая твоя любимая группа? Какой сегодня день недели? В английском языке, ну и, наверное, во многих других, в этом случае будут использовать аналог «что». Значит, что у нас сейчас есть? Какая ситуация? Бедная девушка устала работать и хочет уволиться, но она не знает, что она будет делать. Не знает, какой бизнес она хочет начать, какой бизнес она хочет открыть. О, это был уровень 5. Уровень 6. Устав от корпоративного мира, девушка хочет уволиться и начать свой собственный бизнес. Но есть одно но. Она еще не знает, какой конкретно бизнес это будет и что конкретно она будет делать. Добавляем специфики. Мгм. Говорим более конкретно. Говорим конкретнее. С деталями мы добавили такое слово. Конкретно. Что конкретно тебе не нравится? Если честно, это может звучать немного не агрессивно, но если вдруг вы захотите поругаться где-нибудь в ресторане, то ну, с менеджером где-нибудь или в банке, ну, в общем, поругаться с кем-нибудь, то можете так сказать. Конкретно, что конкретно вам не нравится? Говорите конкретно. Итак, уровень 7. Кстати, если вам нравится идея улучшать русский язык шаг за шагом, то для вас есть специальная программа, которую я веду для изучающих русский язык, очевидно. И там в течение месяца, в течение 3 недель мы работаем над одной сферой языка. В описании есть ссылка, и я вас буду ждать. Итак, уровень 7. Устав от корпоративного мира, девушка хочет уволиться и начать свой собственный бизнес. Но есть одно но. Она еще не знает, какой конкретно это будет бизнес и что конкретно она будет делать. Хм. Хотя у нее есть несколько идей. Хотя и но — это синонимы. Ну, конечно, мы не можем сказать «но есть одно хотя», потому что «но есть одно но» — это уже коллокация, это уже такая фраза. Итак, давайте посмотрим, какие у нее есть идеи. Она любит готовить торты, ей интересна организация свадеб и праздников, и она с детства мечтала стать фотографом. Хм, какая творческая, креативная личность, правда? Эта девушка любит готовить торты. У слова торты ударение падает на о. И это одно из тех слов, которых в русском языке
Часто ударение ставят по-разному, ставят по-разному. Часто говорят торты, ну вот вы знаете норма торты. Если вы скажете торты или если вы услышите такой вариант, то не пугайтесь, все нормально. Ей интересна организация свадеб и праздников. Я взяла два этих слова. Свадьба — это день, когда жених и невеста становятся мужем и женой. Невеста в белом платье, жених в черном костюме, обычно, и потом они уже муж и жена. И вот смотрите, свадьба, женский род, праздник, мужской. Буду просто так писать, почему бы нет, мужской. И у нас здесь окончание родительного падежа множественного числа. Свадеб и праздников. Как я рекомендую запоминать вот подобное окончание и вообще падежи. Выберите несколько слов, которые вы точно помните, которые вы точно знаете. Ну, например, кот и кошка, пес, собака. Одно мужского рода, другое женского рода. Мгм. И запомните, как их нужно изменять, как они изменяются. Ну, например, кошка одна, а много кошек. Видите? У нас нет окончания, так же, как и свадеб. Окончания нет. А вот кот, мужской род и много котов. Окончание ов. Праздников. И так далее. Можно, например, квартира, дом. Много квартир, нет окончания. Или много домов. Окончание ов. И еще два интересных момента. Она любит, вот это у нас первый способ, как показать свой интерес. Она любит готовить торты, ей интересно. А вот здесь уже, в этой ситуации, ей интересна организация свадеб и праздников. Ну, организация ей интересна. И поэтому здесь в слове «интересно» у нас женский род, потому что организация женский род. Да, и она с детства мечтала стать фотографом. С детства, значит, с тех пор, когда она была маленьким ребенком, когда она была маленькой, с детства. Например, я с детства люблю рисовать, я с детства люблю танцевать, я с детства привыкла готовить себе еду сама. Ну, например. Да, она хотела стать фотографом, когда она была маленькой девочкой. Уровень 9. Устав от корпоративного мира, девушка хочет уволиться и начать свой собственный бизнес. Запоминайте вот эту фразу, свой собственный. Но есть одно но. Эту фразу тоже запомните. Она еще не знает, какой конкретно бизнес это будет и что конкретно она будет делать. Хотя у нее есть несколько идей. Она любит готовить торты, ей интересна организация свадеб и праздников, и она с детства мечтала стать фотографом. Уже больше полугода, я написала два раза, уже больше полугода она не может принять решение уйти. Мгм. Ну, во-первых, полгода, 6 месяцев. Пол — это как половина, полгода. Что еще может быть аналогичное? Полмесяца, полнедели, полчаса, полминуты, полвека, наверное. Ну, в теории можно сказать, но, наверное, так не говорят полвека. Наверное, это слишком долгий период. И посмотрите, если мы изменяем, то у нас появляется вот это гласное «у». Полугода. И также появится это «у» в слове а, полчаса до получаса. Мне нужно до получаса, чтобы закончить эту задачу. До получаса. Еще одно классное слово, которое есть в русском языке, это полтора. Полтора — это 150. Мгм. И вы можете спросить, почему вам нужно слово, которое обозначает 150? Ну, не знаю. Вопрос хороший.
Почему, например, есть слово «дюжина», которое обозначает 12? Но в какой ситуации можно услышать вот это полтора? Например, в магазине 1,5 килограмма, 1,5 литра, 1,5 часа или, ну, 1,5 часа это, конечно, не в магазине, но в обычной жизни можно 1,5 года и в 1,5 раза. Мгм. Например, ну, не знаю, цены выросли в 1,5 раза. На 50%, да, в 1,5 раза. Итак, да, она уже больше полугода не может принять решение уйти. Принять решение. Решение решить, решиться, сделать какой-то шаг, какой-то выбор. И принять решение — это сделать этот шаг, сделать этот выбор. Вообще у слова «принять» очень-очень много разных значений, и такое общее, главное значение, самое-самое древнее значение — это сделать что-то, взять что-то под свою ответственность или взять что-то себе, например. Например, принять гостей. Мгм. Или вот принять решение, значит, вы за это берете ответственность. Но эта девушка не может принять решение уйти. Она бы рада уйти, она бы хотела уйти, но не может. И почему? До ужаса боясь сделать неправильный выбор. Да, она боится сделать неправильный выбор. Вдруг она решит готовить торты, а ей не понравится. Или организовывать свадьбы и праздники, но это будет слишком сложно. Или она захочет стать фотографом, но там такая конкуренция. Да, страхов очень много, и она боится. Вот это слово «боясь» — это тоже причастие, как устав. Но вы видите, что выглядят они очень по-разному. Устав. Какой некрасивый вообще почерк. Как можно сделать красивый? Я пыталась писать печатными буквами, но я просто не могу. Поэтому я буду писать прописью. Я буду писать курсивом. Устав. Мгм. И боясь. Боясь. Почему такие разные формы? Потому что устав образовано от глагола устать, а деепричастие боясь от глагола бояться. И вы скажете: «Хорошо, и в чем разница, в чем проблема?» Проблема в том, что устать и бояться — это разные виды. Устать — это совершенный вид, перфектив, а бояться — это имперфектив. И логично, потому что она уже устала, но она в процессе страха, она сейчас боится. Здесь у нас уже результат, а здесь еще процесс. И от разных видов глагола будут разные формы депричастий. Например, давайте возьмем, сделаем читать и прочитать. Читать, конечно же, это имперфектив, а вот прочитать — это уже перфектив. Мгм. Она очень сильно боится. Ужас — это уже верхний уровень страха. Можно бояться, это будет страх, эмоция страх, и потом ужас, и это уже панический страх. Это ужас, панический страх. Называются фильмы ужасов. Наверное, вы знаете, есть «Звонок», много разных фильмов ужасов. Это когда уже очень страшные фильмы. Да, и она боится сделать такой неправильный выбор. Ну что, давайте еще раз прочтем весь этот абзац и будем закругляться, будем заканчивать. Итак, устав от корпоративного мира, девушка хочет уволиться и начать свой собственный бизнес. Но есть одно но. Она еще не знает, какой конкретно бизнес это будет и что конкретно она будет делать. Хотя у нее есть несколько идей. Она любит готовить торты, ей интересна организация свадеб и праздников, и она с детства мечтала стать фотографом.
уже больше полугода. Она не может принять решение уйти до ужаса, боясь сделать неправильный выбор. Фух. Ну что, дорогие друзья, похвалите себя, скажите, пожалуйста, себе, что вы огромные молодцы, что вы учите русский язык, и я надеюсь, что после этого видео ваша мышца русского языка стала только сильнее. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока-пока.